Всем привет! В этом видео я покажу, как просто и быстро записать озвучку прямо в DaVinci Resolve. В DaVinci Resolve 20 больше не нужно вручную создавать таймлайн, ничего настраивать в Fairlight и потом не нужно мутить дорожку, чтобы не слышать себя во время записи. Запись голоса полностью переработали. Теперь все делается буквально за пару кликов, прямо в монтаже или сборке. Даже если вы никогда раньше не записывали голос в Resolve, вы спокойно справитесь. Для записи голоса переходим в монтаж, находим иконку микрофона, вот она. Это и есть функция записи озвучки. Нажимаем на нее, открывается окно записи. Здесь все очень просто. В верхней части окна находится кнопка записи. Далее идет индикатор уровня звука, имя файла, выбор микрофона и дорожки, на которую будет записываться звук. Выбираем нужный микрофон из списка, если у вас их несколько. При этом ничего настраивать не нужно. Просто выбираем устройство и сразу видим движение уровней. Если хотите, можете задать имя файла. Если не зададите, имя присвоится автоматически. Затем выбираем дорожку для записи, либо оставляем значение авто. Все, готово. Нажимаем кнопку записи. При записи на дорожке не видно никаких волн, не обращайте внимания на это. Когда закончили, снова нажмите на эту кнопку. Запись появляется сразу на таймлайне и медиапуле. Чтобы прослушать, просто запустите воспроизведение. При записи на дорожке не видно никаких волн, не обращайте внимания, все работает. Также в окне записи есть дополнительные настройки. Нажмите на три точки. Тут можно включить прослушивание своего голоса в наушниках, включить 3-секундный отсчет перед началом записи, отключить звук на временной шкале во время записи, чтобы не было слышно звук с других дорожек, если он там есть, выбрать моно или стерео, а также скрыть лишние элементы интерфейса, если они вам мешают. Файлы озвучки автоматически сохраняются в папку, которую вы выбрали при создании проекта. Чтобы открыть ее, просто нажмите правой кнопкой мышки по файлу в медиапуле и выберите «Открыть местоположение файла». Если вам удобнее работать во вкладке «Сборка», то там функционал точно такой же, просто немного отличается оформление интерфейса. Вы можете выбрать микрофон и сделать другие настройки, после чего начать запись и когда нужно закончить ее. Правда, для начала записи и окончания тут разные кнопки. Как видите, записывать озвучку в DaVinci Resolve теперь стало очень просто. Даже если вы никогда этого не делали раньше, вы спокойно справитесь с задачей. И если вы захотите, вы по-прежнему можете использовать старый способ через Fairlight, но теперь это не обязательно. Спасибо за просмотр. Если вы нашли это видео полезным или интересным и не хотите пропустить следующие уроки по DaVinci Resolve, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.